Здравствуйте, с вами Рина Преображенская с новым разговором для подкаста «Окно в новые смыслы себя и жизни». Поводом для этого разговора послужило наблюдение некоторых ситуаций, которые я принесла из моего любимого банного комплекса. Ох уж эта баня, она все время мне много что показывает, подсказывает, раскрывает, за что я ей очень благодарна. И вот сегодняшний день не стал исключением. Вот сегодня уже день завершается, и мне прям захотелось поделиться этими наблюдениями, потому что они актуальны всегда. Ситуация в чем заключается? Вообще тема о том, что сейчас еще больше будет усугубляться разница в состояниях людей, будет усугубляться все то, что должно быть исцелено, все то, что должно быть исправлено, то, что не соответствует жизни, все, что не соответствует любви. Немного общие слова, но я надеюсь, вы поймете в конце разговора, может, конечно, и раньше. Несколько ситуаций случились, которые прям зацепили. Захожу в парилку. Несколько женщин, и две из них молодые девушки, ну там приглушенный свет, так сильно не видно, ну две девушки сидят, разговаривают, ну как обычно, баня общественная, ради бога, все разговаривают, но они разговаривали очень громко, очень. Я легла, я, значит, лежу, закрыв глаза, люди приходят в баню расслабиться. Ну, кто зачем, конечно, кто пообщаться, кто расслабиться, кто зачем. Вот. И я лежала, откровенно говоря, через какое-то время я начала терпеть. И вот я лежу, терплю. Уже вот прямо, ну, в общем, дала время себе, чтобы как-то обвыкнуть. Может, кажется, что громко, но сразу резануло. Они прям на очень высоких частотах разговаривали. Вот. Женщины рядом сидят, молчат. Никто ничего не говорит. В общем, предел у меня наступил. Уж не знаю, на какой минуте. И я обратилась, я говорю: девушки, у меня к вам просьба. Пожалуйста, давайте потише. В ответ я услышала двустороннюю артиллерию в мой адрес. В общем, я выслушала все, что они обо мне думают, причем как будто сговорились. Они вот так вот просто голову поворачивают и вместе вообще вот в унисон. Я им ответила, говорю: вы же здесь не одни. Вы пришли пообщаться, кто-то пришел расслабиться. И больше тишина нужна. Я же не говорю вам замолчать. Я попросила вас просто тише говорить. В общем, они сказали, что они и так тихо говорят. В общем, толку никакого. И вот они как сидели, очень громко говорили, так и говорили. И очень долго они сидели. У меня было, если честно, ощущение, что они уже из принципа не уходили из этой парилки. Ну, в общем, это их дело. Вот. Потом, значит, это один момент. Второй момент. Я выхожу из лакониума и принимаю душ.
И там как раз вот напротив душевых, вот напротив душа расположены две ванны. Одна теплая, вторая холодная. И женщины вот периодически вот то в холодную, то в горячую, вот они переходят из ванны в ванны. И такая контрастная история у них там получается. И в это время в теплой ванне была девочка. Я не знаю, сколько ей лет, ну, небольшая, я имею в виду небольшого возраста. А, Я даже, ну, я не знаю, сколько, мне кажется, может, начальные классы, ну, совсем, короче говоря. Не совсем маленькая, но и небольшая. Над ней стоит мама в купальнике, значит, тут мама стоит. И вот здесь я душ принимаю, и здесь как раз работала женщина из персонала, подтирала пол. Вот. И вот девочка плещется, плещется, очень громко она там что-то говорит. Ну, в принципе, ребенок ради бога. Вот мама стоит, за ней наблюдает, что-то ей говорит. Вот. И вдруг эта девочка начала очень громко кричать. Вот слово громко кричать, это не я впервые вообще слышала, чтобы ребенок так кричал. Даже когда в бассейне вот я была, этого банного комплекса, там дети так не кричали. Ну, может быть, ей понравилось что-то или еще, но это было очень долго, это было очень громко. Очень громко. Вот просто вот резануло уши только вот до неприятности. Я вот стою, у меня вот так просто глаза на лоб полезли от того, что не то, что ребенок закричал. Дети кричат, это нормально. А я поразилась тому, что ей мама ничего не сказала. Она ей ничего не сказала. Она ей хоть бы слово сказала. Вот она стоит молча абсолютно. Среагировала женщина, которая убирала пол. Она просто в шоке была. Она говорит: ты что делаешь? Да разве так можно? Говорит, ты же здесь не одна. Так кричать в общественном месте нельзя. Мама вот хоть бы слово дочери сказала. И когда эта женщина проговорила свое замечание, и я поворачиваюсь к ней и говорю: да, а это замечание, наверное, все-таки мама должна была сделать. И рядом стоит еще одна женщина, как потом оказалось, это бабушка была. Она так подходит и очень тихо так говорит: не надо так делать. Ну, то есть вот прямо вот, ну вот так вот. Это не было таким замечанием, чтобы его нужно было услышать. И потом, когда все семейство уже было вот там в моечной, они все там были, и бабушка, значит, и мама, и внучка, они все разговаривали между собой очень громко. Очень громко. Ну, бабушка еще более-менее, а вот дочь и внучка — это просто вообще такое ощущение, как будто вся баня только для них создана. Я ничего уже никому не говорила, я поняла, что здесь началась вот эта история, когда сейчас просто вот это будет бомбить из всех щелей и со всех сторон. Сейчас пошла такая активизация всех процессов, и очень ярко сейчас вот как раз ведут себя и будут вести еще больше, будут вести себя люди, у которых абсолютно нет элементарных навыков жизни среди людей. Нет уважения, нет основ нравственности. Это как раз та история, когда детям дают полную свободу, абсолютно не задумываясь о том,
к каким последствиям может это привести. Я уже делала записи на эту тему, где озвучивала свою позицию, что детям нужно выставлять маяки и вовремя. Детей нужно учить жить в этом мире среди людей. И одним из основных правил жизни должно быть уважение к другим людям. И вот сегодня в тех ситуациях, о которых я сказала, вот этого уважения к другим людям рядом абсолютно нет. Никакого. И это очень и очень, конечно, неприятно. Это прямо грустно, печально. Меня, конечно, порадовало, что это больше исключения, но как-то много исключений для одного дня. Молодежь вот до 30 лет, сразу говорю, не все, сразу говорю, слава богу, большинство молодых людей, кого я знаю, замечательные люди, у которых все нормально вообще, все нормально, все в порядке, и маяки выставлены, и все на своих местах. Я сейчас говорю о тех людях, у которых такие короны уже, такая история началась уже настоящего высокомерия, для которых абсолютно не существуют другие люди рядом, их чувства, их интересы. И они ведут себя очень нагло, очень нагло. Вот сейчас, кстати, вот озвучиваю эту мысль, вспоминаю еще одну девушку, тоже молодая, 100% до 30. Высокая, красивая, мы рядом с ней в душе мылись уже под конец. И я обратила внимание, вот она моется, здесь рядом стоят вот эти, как их, сиденья-то, куда люди садятся, моются. И вот она моется и ставит ногу прямо в сланце, прямо на это сиденье. Я вот смотрю на нее, вот кто ее воспитывал, как ее воспитывали. Она ходит в этих сланцах по полу. Еще неизвестно, где она ходит в них дома. И она вот ногу в сланцах ставит на сиденье, где сидят люди. Она просто поставила ногу вот так вот прям на сиденье и моется. Моет свою ногу. Но дома она же так не делает. Она же ходит в обуви. По улице она, а дома ее снимает. Правильно? Правильно. Если она ходит в обуви дома, она вряд ли эту ногу ставит на кровать. Прямо вот в этой обуви. Вряд ли. На стулья, на диваны, на какие-то там, еще раз говорю, на кровать. Вряд ли. Но почему в общественном месте это нормально считается? Так и хочется сказать, дорогая моя, да кто ты такая, чтобы так себя вести вообще? Вот кто? Кто дал право так себя вести? Откровенно говоря, я вот от этих наблюдений уже под конец, уже вот, если честно, уже даже не хочется ничего говорить. И я так посмотрела, самое интересное, что она была не одна, она была, похожа, с бабушкой. Вот. Уж не знаю, бабушка заметила, не заметила, но, видимо, это какая-то норма давать какую-то неимоверную, ненормальную уже свободу своим детям, своим внукам. Это какая-то слепая, все позволяющая любовь. Я, наверное, даже любовью это не смогу назвать, потому что это просто какое-то
я даже не знаю, попустительство. Люди даже просто не задумываются о том, что они вкладывают в своих детей и внуков. То есть ничего не вкладывают, получается. Правильнее сказать, ничего. Ну, как идет, так идет. Если что-то вытворяют, ну и вытворяют. А кто это будет делать? И когда я была в самом начале, эти две девушки громко разговаривали, когда я была в парилке, я сказала, говорю, ну, что я могу вам сказать? Жаль, что вас родители не научили жить среди людей, я говорю. Я желаю вам, чтобы вас жизнь научила. Вот. А жизнь будет учить. Я к чему эту запись и делаю? Потому что сейчас, с этого года, начинают действовать все абсолютно набаты, все предупреждения, которые до этого поступали по мере необходимости. Вот лично в моем пространстве их передано очень много. Я надеюсь, у меня как-нибудь будет возможность вот просто сесть и уже все вот эти вот предупреждения, набаты выписать уже, составить одним списком и разместить. Потому что с этого года все это начинает действовать на полную катушку. Эти процессы начинались давно. Некоторые я получала и передавала. В общем, короче, весь период пандемии они были. Еще до этого тоже были. В общем, мне надо вот собраться и вот это все выписать. И я хорошо помню, как были как раз послания о коронах, о том, что звон корон льется по всей земле. Предупреждения были о том, что каждый просвечивается как на раскрытой ладони Бога. Было предупреждение о полной ответственности каждого. И вот с этого года все эти предупреждения вступили в силу. И поэтому то, что сейчас происходит, это началась агония. И, в принципе, я даже не удивилась, что сегодня все наглые люди, которые пренебрежительно относятся к другим людям на этой планете, говорили громче обычного. Вот. И вели себя, в принципе, так, как они себя всегда ведут, но просто слишком уж бросается в глаза. Раньше тоже было, но сегодня, конечно, это было что-то за гранью. Вот. Поэтому, в принципе, задачу я свою выполнила. Во-первых, поделилась своими наблюдениями, что все в силе. Все участники встречи об энергии года, я думаю, понимают, о чем я говорю, и также имеют свои наблюдения. Вот. И я просто еще раз с ними тоже также делюсь, что вот я наблюдаю подтверждение всего того, что я передала на той встрече. Ну и для более широкой аудитории делюсь вот моими размышлениями, наблюдениями для того, чтобы вы тоже понимали, что происходит. И третья задача, конечно же, это прямо необходимость вкладывать в своих детей элементарные нормы жизни среди людей. Нужно выставлять маяки. Дорогие родители, бабушки, дедушки,
Уделите особое внимание тому, как ведут себя ваши дети, ваши внуки. Если не сделаете это вы, то это сделает жизнь. И очень жестко. Потому что такие поступки, которые не уважают других людей, они всегда будут иметь соответствующие последствия. Потому что они противоречат нормальной жизни людей вместе, в основе которой есть взаимное уважение. Это база, это фундамент любых нормальных отношений. Поэтому уделите внимание и вырабатывайте вот эту историю в ваших отношениях. Я уверена, что если вы увидите для себя нет, неправильно, если вас зацепит этот разговор, то вы увидите еще очень много чего. И больше я вам скажу, что если вы этого не сделаете сейчас и вовремя, когда вы получили эту информацию, этот сигнал, знак, то рано или поздно все равно вас догонит. Не пугаю, предупреждаю. Что я, в принципе, всегда делаю со всем уважением к истории каждого. Просто хочется как-то по-хорошему, чтобы люди услышали. Но вот учитывая опыт предыдущих лет, мало кто услышал по-хорошему, вовремя. И поэтому вот и имеем то, что имеем. Тишина, пауза. Скорее всего, суть я передала. Если у кого-то будет желание поделиться дальше, делитесь. Мне кажется, чем больше людей задумаются на эти темы, тем быстрее мы придем просто к нормальному образу жизни вместе. Очень хочется жить во взаимном уважении. Очень хочется и давно. Если захочется отозваться, буду признательна. Если захочется высказать свое мнение, поделиться своими историями, я открыта. Всего вам самого доброго. Желаю, чтобы жизнь вам раскрывала как можно больше возможностей для приятного общения. Я на связи. Всех благ. До встречи.